Новый год – это время подарков и чудес. А такой подарок может украсить интерьер, стоять под елочкой, а еще быть полноценной коробкой для ваших подарков. Привет, меня зовут Лилия, и вы на канале Лилия DIY Art Stories. В основе будет пенополистирольная плитка толщиной 5 мм. Ее размер 50 на 50 см. Это потолочная плитка, и она бывает разной по структуре. Выбирайте ту, которая вспененная в массе, а не шариками, как обычный пенопласт. Мне понадобится 4 дизайна, которые будут украшать стороны коробки. И я взяла бумажные салфетки. Ширина рисунка примерно 17 см. Добавляю еще 2 см, и это будет ширина полосы, которую вырезаю из плитки. Плитку режу острым канцелярским ножом. Вырезала 4 прямоугольника размерами 19 на 30 см. Но это предварительный размер. После наклеивания рисунков все детали я подрежу в точный размер. На всех деталях отмечаю точками по 7 см от короткого среза. Это будет ориентир для наклеивания нижней стороны рисунка. Вырезаю из салфетки фрагменты рисунка. Ту часть поверхности, где будет располагаться сам рисунок, намазываю прозрачным акриловым лаком. И неважно, какого он будет производителя, главное, чтобы он был прозрачным и на водной основе. Пока заготовку откладываю в сторону и занимаюсь салфеткой. Для удобства и аккуратной работы взяла плотный файловый вкладыш. Такие салфетки обычно многослойные. Все белые слои нужно снять. Укладываю салфетку на файл лицевой стороной вниз и обильно смачиваю обычной водой. Можно просто понемногу сверху наливать воду. Салфетка должна почти плавать в воде. И сразу же начинаю расправлять салфетку. Делать это нужно очень аккуратно. Сначала подтягиваю руками, а потом расправляю очень мягкой веерной кистью. Не должно оставаться ни одной складочки. Лишнюю воду сливаю. Аккуратно укладываю салфетку на поверхность, отступая от низа 7 см. И плотно прижимаю файловым вкладышем. Аккуратно снимаю вкладыш. И сверху салфетку покрываю прозрачным акриловым лаком. Делайте это тоже аккуратно и очень мягкой кистью. И оставляю до полного высыхания. Выбираю 2 стороны, которые будут располагаться противоположно друг другу, и подрезаю их до размера 18,5 на 29 см. Ориентируюсь по рисунку. Две другие стороны по ширине будут меньше, и это зависит от толщины плитки, из которой я делаю эти детали. Напомню, ее толщина 5 мм. Эту величину умножаю на 2, и получается 1 см. По длине все детали одинаковые, а по ширине разница 1 см. То есть вторая пара деталей будет с размерами 17,5 на 29 см. Склеиваю плитки между собой. Узкие плитки наклеиваю торцами на широкие. Пользуюсь клеем, который подходит для полистирола. У меня это клей титан, русский титан, разницы нет. Получилась вот такая коробка без верха и дна. И пока откладываю ее в сторону. Теперь сделаю дно и крышку.
Сначала делаю донышко. Для него подготовила вот такие детали с размерами: 7,5 на 18 см 2 детали и 7,5 на 19 см тоже 2 детали. Склеиваю их между собой. Узкие плитки наклеиваю торцами на широкие. Здесь я уже пользуюсь термоклеем, так как склеиваемые участки небольшие. Контур получившейся коробочки перевожу на плитку, вырезаю и наклеиваю деталь. Точно так делаю и крышку, только будет разница в размерах боковых стенок. 5 на 18 см 2 детали и 5 на 19 см тоже 2 детали. Крышку и донышко буду оклеивать вот такой декоративной плотной бумагой. Это специальная бумага для скраббукинга, которая используется для создания в основном фотоальбомов и открыток ручной работы. Размер такого листа 30 на 30 см. Разрезаю лист на 3 равные полосы, то есть шириной по 10 см каждая. Шариковой ручкой, которая не пишет, буду проводить линии изгиба. И первая от края на расстоянии 5 мм. Эта величина равна толщине плитки, из которой сделаны коробки. Вторая линия на расстоянии от первой на 8 см. Полоску сгибаю по линиям. По короткому краю провожу линию на расстоянии 2 см от края. Подрезаю уголки с небольшим наклоном. И теперь перемеряю на одну из сторон. Разницы нет на какую. Отмечаю карандашом край и делаю по отметкам линию сгиба. По короткому краю также оставляю пару сантиметров. И точно так подрезаю уголки. Получившуюся деталь наклеиваю на коробку. Точно так вырезаю из бумаги и наклеиваю деталь на противоположную сторону. Получилось так. А теперь заклею оставшиеся боковины. Сначала точно так сгибаю полоску, как и две предыдущие. Только по короткому краю не делаю никаких припусков. Снизу подрезаю уголки, а сверху оставляю. Наклеиваю на боковину. Точно так заклеиваю противоположную сторону. Получилось вот так. По такому же принципу заклеила бумагой и крышку. Ее верхнюю часть заклеиваю этой же бумагой. И крышка готова. Теперь украшу коробку лентами. Сначала ленту наклеиваю на крышку крест-накрест. В нижней части в целях экономии ленту наклеила только на боковые стороны. И закрываю донышко квадратом из плитки, который по размеру меньше размера основания по 1 сантиметру по всем сторонам.
Из той же декоративной бумаги нарезала 4 полоски шириной по 3,5 см. Каждую складываю вдоль пополам и наклеиваю на ребра основной коробки. Соединяю нижнюю и среднюю части коробки. Если у вас нижняя часть будет немного болтаться, то можно воспользоваться клеем. Теперь задекорирую крышку. Для этого приклею по центру квадратик из плитки. Его размер 6 на 6 см, и он склеен в 2 слоя. В качестве декора буду использовать хвойные веточки, ягодки 2 цветов, сосновые шишки с позолотой, елочные шарики, но золотистые я потом не использовала, и остатки ленты. Сначала наклеиваю еловые лапки, а затем на них наклеиваю остальные декоративные элементы. В центре располагаю большой елочный шар. Остальные элементы распределяю вокруг него. Вот так получилось. Внутрь коробки вкладываю гирлянду и закрываю крышкой. В такую коробку можно положить даже не тяжелый подарок и вручить кому пожелаете. Он также может быть просто украшением на полочке, столе или под елкой. Если понравилось, не забудьте поставить лайк и напишите несколько слов. Это помогает в продвижении и ролика, и развитии канала. Всем спасибо за внимание и, как всегда, жду на своем канале.